Всем привет! И я давно хотела снять подобное видео, в котором я буду делиться с вами историями, странными историями, которые произошли со мной в Корее. И если вам понравится такой формат и вы хотите больше подобных видео, тогда ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И давайте начнем. Первая история произошла со мной в метро. Когда я ждала поезд, чтобы поехать домой. Корейское метро ходит не так, как в России, здесь оно ходит реже намного. Причем зависит это, наверное, от города и от времени, когда ты едешь, потому что в какой-нибудь там час пик они ездят чаще между какими-то станциями. Я не помню, откуда я тогда ехала, после йоги, или, может быть, просто я ездила в магазин. И, в общем, это было часов в 7 вечера, может быть, даже позже. Уже было темно. Я пришла на станцию, и там никого абсолютно не было, я была одна. И спустя какое-то время поднимается по лестнице тоже на эту станцию мужчина с ребенком. Ребенок мальчик, на вид мне показалось, что ему лет 5-6. И получается, мужчина проходит мимо меня, а ребенок останавливается возле меня и начинает со мной здороваться. Поздоровался он со мной на английском, но, видимо, это было все, что он мог сказать на английском. Я сначала не придала этому значения, я подумала, что это просто ребенок, просто ему, может быть, интересно, так как я иностранка. Просто он решил со мной поздороваться, поэтому я улыбнулась и поздоровалась с ним в ответ. Но дальше произошло кое-что достаточно странное. Он подошел ко мне прям вплотную и начал пытаться заглянуть в мой телефон. На что я, конечно же, телефон начала убирать, и он начал задавать мне вопросы. Он начал спрашивать: «А у тебя есть парень?» Я говорю: у меня есть муж. И он говорит: «А покажи фотографию». И причем в такой достаточно наглой форме. Он это все спрашивал. Я говорю: «Нет, не хочу. Почему я должна?» Но он, видимо, останавливаться не собирался. И все это время, пока он со мной как-то пытался разговаривать, он пытался также заглянуть в мой телефон. И после этих подобных таких вопросов, когда я уже начала давать понять, что мне этот диалог не очень интересен, он начал пытаться схватить мой наушник. Получается, один наушник у меня был в ухе, а второй просто висел. И он начал пытаться его схватить, чтобы как-то послушать, видимо, что я слушаю. Меня это, конечно, уже прям вообще взбесило очень сильно. Я ненавижу, когда так нагло переходят мои границы. И я начала прям всем видом показывать, что мне это не нравится. Папа в это время его просто стоял недалеко и наблюдал за этим всем. Он видел прекрасно, как ребенок к незнакомой девушке просто вот так вот лезет, нагло переходит ее границы. Но, видимо, из-за того, что я не кореянка, я не знаю, он ему вообще даже ни слова не сказал. Он просто за этим всем наблюдал. И когда я уже прям начала так давать понять и как бы смотреть вот так вот, оглядываться на папу его и давать понять своим взглядом то, что мне это не нравится, мне это неприятно, и я хочу, чтобы он это остановил, он тогда соизволил позвать этого ребенка к себе, и он ему сказал там что-то типа: хватит, все, иди сюда, зачем ты лезешь? В общем, он только после этого начал с ним какой-то диалог и попытался как-то это остановить, а все это время он просто стоял и наблюдал. Я не знаю, конечно, на видео я не могу передать, насколько мне было неприятно, когда вот так вот переходят мои границы и нагло пытаются забрать мои вещи, заглянуть в мой телефон. И все это время, как я уже сказала, он прям сразу подошел ко мне вот прям вот так вот вплотную. Мне тоже очень дискомфортно, когда так кто-то делает. Это была такая странная история, которая показала какую-то невоспитанность корейских детей, такую вседозволенность. И, видимо, я не знаю, это был такой единственный случай, либо это нормально здесь, то, что детям так все позволяют взрослые, либо, может быть, это было из-за того, что я иностранка, потому что я уверена на 99%, что кореянке никто бы так не подошел. С одной стороны, может показаться вроде бы, что здесь такого, это просто ребенок, но, наверное, если бы вы находились в этой ситуации, вы бы могли почувствовать, насколько это неприятно, когда вот так вот просто в наглую подходят, нарушают твои границы и также пытаются еще как-то отобрать у тебя вещи. Мне эта ситуация показалась прям супер странной и неприятной. И это случилось буквально тогда, когда я только начала куда-то выходить, тут как-то осваиваться и пользоваться метро, потому что до этого я это не делала, и сразу начали происходить какие-то такие случаи. Вторая ситуация, такая довольно-таки интересная, необычная, произошла с нами недавно. Мы с подругой поехали во дворец Кёнбокун
мы захотели пофоткаться в ханбоках. И вот мы, в общем, поехали в Сеул, нашли эти ханбоки, место такое прикольное, где можно арендовать ханбоки. Мы арендовали там ханбоки, долго их выбирали, и потом уже пошли в сам дворец, и нас встретили просто закрытые двери. Но мы как бы не отчаялись, и когда мы просто шли к этому главному входу, мы видели то, что там есть сбоку, со стороны музея, еще одна такая дверь небольшая, она была открыта. И мы решили пойти туда, ну, мы подумали, я не знаю, о чем мы думали, видимо, мы думали, что если главный вход закрыт, то там может быть открыто, но это было, конечно, так глупо вообще думать. Но мы решили проверить, потому что все-таки мы уже пришли туда, все-таки мы арендовали ханбоки, мы выбрали вот этот вот день, когда мы туда приехали, да, выходной наш. В общем, мы пошли туда, зашли со стороны музея, и там нас тоже встретили, конечно же, закрытые двери. И там мы увидели, что просто именно в этот день, когда мы туда пришли, это был вторник, этот дворец закрыт. Мы, конечно, очень сильно расстроились, мы вообще такого не ожидали. Я не знаю, почему у нас не хватило ума заранее все проверить до того, как мы туда поедем и вот это вот все арендуем. И как только мы разворачиваемся, чтобы оттуда уйти и пойти, ну хотя бы просто погулять по Сеулу и пофотографироваться, либо пофотографироваться также возле этого музея. Мы поняли, что мы уже обломались, но мы не отчаялись, и мы решили попробовать найти какой-то другой выход, какую-то альтернативу. И как только мы разворачиваемся, начинаем оттуда отходить, от этих закрытых дверей, как я вижу, на нас идет какой-то парень. И знаете, у меня, видимо, с России, я не знаю, осталось еще такое поведение, когда я вижу, что ко мне идет какой-то так парень незнакомый, я просто делаю вид, как будто я его не замечаю или что-то такое, я не знаю, это как-то так автоматически получается, происходит, и я просто как бы стараюсь идти чуть-чуть в другую сторону, как бы не обращать на него внимания. И вот он уже подходит прям к нам, я уже поняла, что он идет именно к нам, и он начинает с нами говорить, подружка, с которой я была тоже. Она как бы остановилась и начала тоже с ним разговаривать. И он нам говорит следующее. Что-то вроде: «Привет, вот сегодня дворец, как видите, закрыт, к сожалению. Сегодня здесь выходной, но здесь неподалеку есть другой дворец, который сегодня работает». Он там, сказал название этого дворца. Также начали спрашивать у него, что он здесь делает, почему он тоже сюда пришел, тоже так не проверил. Он, это тем более корейец, наверняка тут не в первый раз, и наверняка знает о том, что у этих дворцов есть выходные. Но он нам сказал, что он студент, дизайнер, арт-дизайнер, что-то такое, по-моему. И он пришел во дворец сделать домашнее задание. Это звучит так, конечно, необычно. И, в общем, мы начали разговаривать, и как-то так диалог перешел в то, что он предложил нам вместе поехать в другой дворец. Я, конечно, начала так как-то сомневаться. У меня сразу, знаете, какие-то такие мысли: блин, может, он нас сейчас вообще увезет там куда-нибудь, непонятно куда. И вообще как-то странно. Почему вообще к нам подошел этот незнакомый парень и предложил вот так вот незнакомым девушкам куда-то поехать в какой-то там тоже дворец вместе, зачем? И видимо, просто хотел с нами познакомиться, я не знаю. Мы поговорили побольше и согласились поехать туда на такси вместе. Это было недалеко на самом деле. Согласились мы, потому что мы уже арендовали эти ханбоки, и все-таки мы приехали туда с определенной целью, и она как бы вот так вот обломалась, а нам этого не очень хотелось. И мне кажется, он просто, не знаю, был нам послан с небес. Я не знаю, как это еще объяснить. И, в общем, да, мы поехали просто в другой дворец, он нам помог вызвать такси, там через приложение нужно было вызывать, у нас этого приложения не было все равно. Мы вместе доехали до того дворца, и так как мы были в ханбоках, для нас был вход бесплатный, он купил билет. И дальше мы пытались как-то ему намекнуть, даже не то, что намекнуть, прямо уже даже сказать, что мы сейчас пойдем там гулять, фотографироваться, давай там, может быть, как-то потом встретимся, да, и обратно поедем. В общем, мы как-то всячески пытались ему намекнуть, но он как будто вообще не понимал этих намеков, он такой: ну, хорошо, давайте вместе. В общем, он начал как-то так навязываться, и мы поняли, что у нас не получится. У нас не получится от него отцепиться, и придется, походу, реально ходить вместе. В общем, так и получилось. Все это время он просто ходил с нами, помогал нам носить какие-то наши сумки.
камеру, пока мы там фотографировались, помогал нас также фотографировать, там снимать видео. Короче, он просто от начала до конца был с нами и нам вот так вот помогал. А также на протяжении всего этого времени он прям четко следил за временем. Он как бы ну, сразу спросил, во скольки у нас аренда этих ханбоков, и он четко так следил за временем, то что так, у нас осталось столько-то времени, нужно будет поехать вот во столько-то, во столько-то. Короче, он просто был как бы наш какой-то, не знаю, менеджер-помощник, который нам во всем помогал, носил наши сумки, а потом еще и довез нас обратно. Что это было вообще? Я так и не поняла, какое он там задание домашнее делал. Может быть, ему просто нужно было там как-то посмотреть на эту архитектуру, он там делал какие-то фотографии. Но мне реально кажется, что это была просто какая-то судьба, послание с небес. Потому что если бы не он, мы бы точно никуда не поехали, мы бы не догадались поехать куда-то в другой дворец, и мы бы сами не вызвали такси. А там нельзя, в том месте, именно возле дворца, там не получится просто вот так вот поймать такси и уехать. Там нужно именно его вызывать через приложение. И, в общем, довольно-таки странная и необычная история, и закончилась она хорошо, нас никто никуда не увез, никто не украл. Но, может быть, просто ему стало нас жалко, то, что он видел, что мы такие, как две дурочки, единственные в ханбоках приперлись к этой закрытой двери просто дворца. И, наверное, он, может быть, просто захотел нам помочь, я не знаю. Возможно, у него были какие-то свои там скрытые цели. Но я рада, что эта история закончилась хорошо, и я рада, что мы его встретили. Третья история и последняя тоже произошла со мной в метро. Это было днем, когда я стояла на станции возле своего дома и ждала тоже поезд. И ждать мне пришлось его очень долго, я не знаю, где-то, наверное, минут 20 я его ждала, если не больше. Я пришла на станцию и так сразу ушла куда-то туда в уголок, отошла, достала телефон и вот так вот просто как бы стояла, там никого не трогала. Но ко мне все равно подошел какой-то парень, и он довольно-таки хорошо говорил на английском. И он подошел, начал тоже с нас здороваться. И вот сначала это было что-то вроде «Привет», как там, что ты здесь делаешь, ты откуда? Я, когда сказала, что я из России, он мне начал говорить: «О, привет» на русском. И потом говорит: «Я знаю привет и пока». Я начала у него спрашивать: «А откуда ты знаешь?» Оказалось, что у него там в универе есть какие-то русские студенты, вот, видимо, он от них научился. Ну, в общем, поначалу диалог был такой обычный, простой, но потом он начал тоже спрашивать: «А есть ли у меня парень?» И тут я поняла уже как бы вообще, к чему это все было. Хотя, наверное, надо было изначально догадаться, к чему. Просто так вряд ли будет подходить знакомиться. И тут я сразу тоже начала ему говорить: «Да, говорю, у меня есть парень, у меня есть не парень, у меня есть муж». И он опять начал, вот как-то, знаете, мальчик из первой истории говорить: «А покажи фотографию». Я же опять же такая говорю: «Зачем?» Говорю, «Я не хочу вообще, почему? Почему я должна продолжать этот диалог, и почему я должна показывать фотографию? Я не буду». И на что он мне говорит: «А, ну, наверное, это все фейк, наверное, у тебя нет на самом деле парня там и так далее». А я как раз была с кольцом, поэтому я не хотела в этот день надевать кольцо, потому что я тогда ехала, по-моему, на йогу, и мне неудобно с ним заниматься, обычно я его в это время оставляю дома. И когда я показала ему кольцо, говорю: «А это что?» Он так сразу как-то растерялся такой, ну, ему нечего было, видимо, ответить. И вот даже после того, как я сказала то, что у меня уже есть муж, и я не нуждаюсь ни в каких знакомствах, и мне это не интересно, я на все его вопросы отвечала, знаете, так, очень коротко, так не заинтересованно, просто да, нет. И как бы пыталась своим видом показать, что я не хочу продолжать этот диалог. Его смутил мой возраст, что я такая молодая и уже замужем, и он начал там строить догадки свои какие-то, не очень, причем приятные вообще просто. Он начал там говорить что-то типа: а может быть, наверное, ты, может быть, вышла замуж, может, это какой-то бизнесмен, может, твой муж какой-то бизнесмен, и ты типа вот вышла за него замуж». Короче, начал намекать, видимо, на то, что, я не знаю, по расчету просто приехала в Корею, вышла замуж, чтобы приехать как-то в Корею, я не знаю. Мне этот диалог после этого стал еще просто неприятней, и я практически просто стала вообще игнорить каждое его слово, и просто как бы погрузилась в свой телефон, и тогда, наверное, до него все-таки дошло, что я не хочу с ним разговаривать. И ему, наверное, самому стало неинтересно, потому что я перестала вообще, в принципе, отвечать. И он просто говорит: «Ладно, типа, спасибо, что там время уделила, там пока, все». И я так выдохнула, подумала, почему в метро со мной случаются постоянно какие-то такие ситуации. И знаете, что самое было неприятное и тупое в этой ситуации? То, что он подошел ко мне где-то в самом начале, и после того, как он ушел,
мы еще рядом стояли и ждали поезд минут 20, наверное. Просто я ненавижу такие ситуации. Это были 3 такие истории, которые я вспомнила, которые произошли со мной относительно недавно. Напишите, какая из историй вам показалась страннее всего, необычнее всего. И если хотите, чтобы я выпускала больше таких видео, в котором я бы делилась какими-то такими историями про Корею, про корейцев, ситуациями, которые со мной случались, тогда ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. На сегодня все, до встречи в следующем видео и всем пока!